Всем привет! Сегодня у нас будет очень объемное информативное видео о том, как приготовить зефир из смородины. По данному рецепту он всегда получается, главное соблюдать несколько правил, о которых мы сейчас вам подробно расскажем. А также покажем разницу в приготовлении зефира ручным миксером и планетарным. Любое приготовление зефира начинается с подготовки ягод. Лучше всего использовать кислые ягоды, так как в них большее количество пектина, чем в других ягодах. Яблоки также лучше использовать кислых сортов и более мясистые. Сорт Антоновка для зефира подходит лучше всего. Для приготовления 12 целых зефиринок понадобится 50 грамм яичного белка, 100 грамм пюре смородины, 150 грамм яблочного пюре, 600 грамм сахара, 9 грамм агар-агара и 150 грамм воды, а также понадобится глюкозный сироп, но его использовать не обязательно, чуть попозже мы об этом расскажем. В рецепте указана граммовка уже уваренного ягодного пюре. У нас замороженная неуваренная смородина, поэтому ее нужно будет сейчас уварить. Делается это для того, чтобы испарилась лишняя влага из ягод, так как если ее будет много, зефир получится более жидким и будет плохо держать форму и недостаточно хорошо застывать. Кладем смородину в сотейник и медленно размораживаем. Также можно использовать и целую ягоду, которую нужно будет на данном этапе пробить блендером, чтобы она превратилась в такую кашицу. Вообще, если вы часто делаете зефир, удобнее уваривать все ягоды заранее и уже в уваренном состоянии замораживать. Но у нас на это не было времени, когда из деревни привезли много ведер смородины, поэтому мы ее просто измельчили и заморозили, а сейчас будем уваривать. Для более мелкой структуры ягод можно пробить ее еще раз дополнительно блендером. И теперь, помешивая, будем на медленном огне уваривать. Когда варится ягода, она очень сильно плюхает во все стороны, поэтому лучше ее закрыть специальной сетчатой крышкой. В нашем арсенале ее еще нету, поэтому вот такой лайфхак-дуршлаг может выполнять ту же функцию. Обычной крышкой закрывать не нужно, в таком случае процесс уваривания очень сильно у вас затянется, так как влага испаряться будет очень долго. Ягода при уваривании может подгорать ко дну, поэтому обязательно используйте ковшик с толстым дном и часто помешивайте. По мере кипения ягодная масса будет становиться более густой. Мы увариваем буквально минут 10 до такого состояния. Можно уваривать и еще больше. Чем лучше вы уварите ягоду, тем лучше получится ваш зефир. Но так как у нас зефир из смородины, в которой большое количество пектина, такой консистенции будет вполне достаточно. Сейчас покажем, как избавиться от кожуры и косточек. Перекладываем на сетчатый дуршлаг и протираем силиконовой лопаткой. Вообще данный процесс не обязательным, нам нравится, когда в сладком зефире попадаются кислые косточки ягод, но все же решили вам данный процесс показать. Такой зефир также можно приготовить и из вишни, и красной поречки, только пюре нужно будет уваривать намного дольше, так как эти ягоды имеют много сока. Таким же образом мы подготовили и яблоки, избавились от сердцевинок, разрезали на кусочки, проварили и протерли от шкурок на сите. Только сделали мы это еще давно, и так оно уже уваренное хранится в морозилке. Чуть позже покажем, какой консистенции должно быть яблочное пюре после уваривания. Очень важным этапом в приготовлении зефира является то, что ягодное уваренное пюре должно быть очень холодным. Поэтому теперь нужно обязательно охладить смородину. Немного остужаем ее при комнатной температуре, а затем ставим в холодильник на пару часов. Вот такой консистенции у нас готовое яблочное пюре из кислых яблок. Оно уже разморозилось. Тут главное, чтобы оно было очень холодным. Мы часто используем даже не до конца размороженное пюре. Вносим 100 грамм яблочного пюре и 150 грамм пюре из смородины. Она у нас также охладилась, и вот такой более густой консистенции стала в холодильнике, так как уже начал работать пектин в ее составе. Также сюда вливаем 50 грамм яичного белка, а сейчас начнем готовить сироп, а миксер пока не включаем, нужно немного дать увариться сиропу, прежде чем начинать взбивать. Обязательно используем кастрюльку с толстым дном, вносим воду и агар-агар, который обязательно отмеряем на мерные ложки. С обычными кухонными весами можно легко ошибиться с весом. У нас агар с желирующей силой 900, с меньшей не рекомендуем брать. А также заменить агар в зефире на другие желирующие вещества нельзя. Включаем нагрев плиты на средний, доводим до кипения и обязательно мешаем, так как по мере закипания агар будет густеть и может прилипать ко дну.
Как только видите бурбалки и масса немного загустела, сразу вносим сахар. И обращайте внимание, что емкость должна быть побольше, так как потом сироп будет активно кипеть. Мы вынуждены поменять сейчас кастрюльку побольше, так как немного подрасчитались с объемами. Не обращайте внимания на количество наших ингредиентов, так как мы готовим большую партию зефира. Сейчас добавляем глюкозный сироп, который не даст зефиру засахариваться. Вообще его добавлять не обязательно. Если глюкозный сироп не вносить, то есть риск, что зефир спустя несколько суток начнет засахариваться и внутри прямо будут образовываться кристаллы сахара. Такой зефир будет хрустеть на зубах, поэтому если мы готовим его на продажу, то глюкозный сироп это обязательный ингредиент. Если решите не использовать сироп, к примеру, если готовите к домашнему чаепитию, то количество сиропа по рецепту нужно заменить сахаром. Получается, положить нужно будет на 50 грамм больше сахара в рецепт. Сейчас нужно уварить сироп до 112 градусов. У нас вот такой удобный погружной термометр. Тут можно установить нужную температуру, после чего он начнет пищать. Как только сироп закипел и достиг примерно 105 градусов, начинаем взбивать белки с пюре. По мере взбивания масса будет светлеть, густеть и увеличиваться в объеме. Еще одним важным моментом в приготовлении зефира это то, что миска, в которой мы взбиваем, и венчик должны быть не жирные, иначе белок может не взбиться. У нас масса уже взбилась, вот такой плотной консистенции она должна быть. До такого состояния она взбивалась примерно 5 минут, но данное время будет зависеть от мощности вашего миксера. Чуть позже покажем процесс взбивания ручным миксером. Если вы не взобьете белки, то зефир не будет держать форму, поэтому этот процесс важный. Если так получилось, что белки уже взбились, а сироп еще не достиг 111-112 градусов, их можно отключить. И пусть они вот так постоят в отключенном состоянии. У нас так тоже получилось в этот раз, поэтому отключаем взбивание и ждем, пока доварится сироп до нужной температуры. При уваривании сиропа обязательно периодически подходим и мешаем, хорошо проходясь по дну лопаткой, так как к нему могут прилипать остатки агара. Если сироп не доварить, то зефир может также не получиться. А если переварите и сироп начнет желтеть, исходный цвет зефира будет иметь желтоватый оттенок и может даже горчить. Поэтому обязательно готовим с градусником, особенно если вы новичок в этом деле. А если все же вы захотите приготовить, но градусника у вас нету, ориентируйтесь на густоту пузырей и текучесть. Если поднять лопатку, сироп должен стекать непрерывной струйкой. У нас на термометре сейчас 109 градусов, и вот такой текучести наш сироп. На его уваривание потребовалось примерно 10 минут, так как у нас большая партия. При приготовлении меньшей партии на это уйдет немного меньше времени. Все, наш сироп достиг 111 градусов, мы его выключаем и включаем опять на взбивание белки с ягодами. Аккуратно вливаем горячий сироп так, чтобы он не попадал на венчики. И теперь взбиваем на высокой скорости миксера примерно 10 минут, до тех пор, пока масса не начнет наматываться на венчик. Рецепт, который мы дали, это стандартный рецепт на 12 зефирок, и обычно мы его готовим в более маленьком миксере на чашу 5 литров. Сейчас мы используем большой миксер, так как готовим большую партию зефира. Данный рецепт мы умножили на 3, и даже для нашего большого миксера на чашу 10 литров этого многовато. Прошло примерно 10 минут, и вот так побелела масса, увеличилась в объеме и уже начала как бы прилипать и накручиваться на венчик. Вот так она держит форму на венчике. Сейчас зефирная масса еще теплая, и пока она теплая, нужно быстренько ее отсадить на коврик. Перекладываем в большой кондитерский мешок с насадкой. Мы всегда используем вот такую насадку и отсаживаем на силиконовый коврик. Правильная зефирная масса должна хорошо держать форму и не расплываться.
так мы отсаживаем все половинки зефира. Вот столько зефира у нас получилось. Если вы сделали все правильно, то уже буквально через 2 минуты она начнет схватываться. В таком положении оставляем половинки зефира при комнатной температуре примерно на 10-12 часов для образования тоненькой корочки. Данное время зависит от поры года. К примеру, летом влажность высокая и времени может понадобиться чуть больше, и наоборот, зимой влажность низкая и зефир будет быстрее подсыхать. А сейчас покажем вам, какой результат у нас вышел при приготовлении зефира с использованием ручного миксера. Все делаем так же, уварили пюре, охладили его и теперь будем взбивать яичный белок и холодное пюре. И сейчас покажем разницу между взбившимся белком в планетарном миксере и ручном. Ручным так и не получилось взбить в более плотную массу, как это получилось сделать в планетарном миксере. Плотность такой консистенции белково-ягодной массы недостаточна для приготовления хорошо держащего форму зефира, и нужно взбивать еще. Но мы уже долгое время взбиваем, и так мы не дошли до нужной плотности, так как мощности нашего миксера не хватает, а он у нас имеет 450 Вт. А вот такой консистенции была масса при взбивании на данном этапе планетарным миксером. Она тут, как видите, более плотная. Но мы все же вливаем готовый сироп, который достиг у нас 112 градусов. И теперь взбиваем на высокой скорости миксера примерно 10 минут. Мы взбиваем уже 10 минут, зефирная масса начинает уже остывать, и показываем разницу результата. Вот такой мягкий клювик получается в ручном миксере, а вот такой более плотный был в планетарном. Кстати, если бы мы уварили сироп более до высокой температуры, думаем, итоговая масса получилась бы поплотнее. Точно так же теперь отсаживаем на силиконовый коврик и также показываем результат. Это масса из ручного миксера. Как видите, при отсаживании на коврик рисунок начинает немного подплывать. А вот так выглядит зефир из планетарного миксера. После отсаживания масса осталась с изначально четким рельефом. Мы считаем, что приготовление зефира ручным миксером также имеет место быть, но только для домашнего использования. При приготовлении на заказ думаем, что все же лучше готовить планетарным миксером для более качественного результата. Мы зефир отсадили на коврике вечером, а утром приступаем к посыпанию сахарной пудры. Он к этому времени должен покрыться тонкой корочкой, и его спокойно можно взять в руки. Вот таким образом просто посыпаем и соединяем две половинки. Зефир храним в плотно закрытом контейнере или в мешке при комнатной температуре в течение 5 дней. А если у вас все же получилось приготовить качественный зефир ручным миксером, напишите, пожалуйста, в комментариях модель и мощность вашего миксера. Резюмируя весь процесс приготовления зефира, можно сказать, что расплывающийся рисунок отсаженного зефира и плохое его застывание получается при недоваренном сиропе, если не довзбить белки из пюре, если плохо уварить пюре на начальном этапе или уменьшить количество белка в рецепте, а также если не взбить массу после вливания сиропа. А наше видео подошло к концу, и мы надеемся, что помогли многим избежать ошибок в приготовлении зефира. С вами была студия Сестры. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш YouTube и Instagram канал. И до новых встреч в новых роликах!